как AMD нас обманула по поводу рекомендованных цен, но это только на первый взгляд. Мы с вами разберем две новости, вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней новости говорится о том, что первые поставки будут продаваться по розничным ценам, но если вы следите за новостями, это действительно так, но далеко в ограниченном количестве. А в сегодняшней новости AMD дали надежду на то, что цены будут по MSRP. А теперь по порядку. Не являясь фанатом тех или иных, были и те карточки, и эти карточки, и там свои проблемы, и здесь свои проблемы. Но некоторые ребятки писали, что якобы такие цены только в РФ, из-за санкций, из-за чего-то еще и так далее и все подобное. Типа у нас много барыг. Действительно, если зайти на DNS, мы увидим цену в 110 тысяч. Вчера она была 120 тысяч. По сути, если говорить как оно и есть, цены высокие везде. Тут все зависит конкретно от аппетита различных магазинов. Но начнем по порядку. Буквально вчера, в первый день продажи видеокарт RX 9070 и 9070 XT на сайте videocards.com вышла новость. Retail подтверждает, что рекомендованная розничная цена Radeon RX 9070 распространяется только на первые поставки. Цена впоследствии вырастет. Теперь мы узнали, как работают рекомендуемые цены, также известные как цены MSRP. MSRP сокращено от, тут можете прочитать, Retail Price, рекомендованная производителем розничная цена. Продолжаем. Для запуска AMD 9070 и 9070 XT нам не разрешено называть точные цены до релиза, но, говоря проще, они будут применяться к ограниченному количеству карт. Цены действительно только для первой партии каждой модели. Для Sapphire и Asus все будет как и обычно. Мы получили только одну партию, и вы можете купить ее, пока она не закончится. Но с Power Color все будет по-другому. Наша вторая партия от Power Color уже ждет, и мы не можем предположить ее по ценам MSRP. Это означает, что сначала мы продадим модели Reaper по ценам MSRP, а остаток на складе будет уменьшаться. Как обычно, пока первая партия не будет распродана. Затем с некоторой задержкой запас будет пополнен новыми картами, и мы снова выпустим карты Reaper для заказа, хотя и не по ценам MSRP. Если вы получили заказ с рек ценой, даже если карты распроданы, мы, конечно, предоставим вам эту цену, но, к сожалению, у нас нет возможности продолжать продавать карты по рек цене, после того, как первые поставки будут распроданы. Другими словами, только первые поставки RX 9070 будут запущены по MSRP, а затем цена изменится. У нас буквально около 2000 единиц от Sapphire на складе, 1000 от Power Color и 1000 от ASRock. MSRP ограничено количеством в несколько сотен, поэтому цены подскочат, как только они будут распроданы. Ну, я думаю, говорить, что 4000 видеокарт на магазин в любой стране — это очень малое количество. По сути, не сильно больше, чем от Хуанга. Где-то ребята писали, что некоторым удалось достать видеокарту по рекомендованной цене, но это в США и только в первые часы. Дальше, естественно, они закончились и появились на рынке уже цены гораздо выше. В Европе вообще дефицит, в Польше, по-моему, их практически нет, в Германии тоже закончились и так далее и все подобное. И смотрим на цены. 900 баксов, 1000 баксов, 950 баксов, 1100 с чем-то баксов, 900, 1150, 820, какой-то Васечек продает странный, 1000 почти 200, 1200. Это у нас американский магазин. Теперь украинский. Розетка, думаю, ребята, которые там проживают, вы прекрасно знаете этот магазинчик. Я там тоже раньше заказывал видеокарты и процессоры. Что у нас? 40 почти 6000 гривен. 46 тысяч гривен. В долларах это 1115 баксов. По крайней мере, по курсу Гугла. В DNS это 110 тысяч. В рублях получается 1200, ну почти 50. Но можем найти даже за сотку, если на то пошло. В Молдове 23 599 лей. Или лей. 115 тысяч. То есть даже дороже. Далее. Германия. Обновляем страничку и наблюдаем. 1000 евро, 1050 евро, 1150 евро, 900 евро. И тут только предзаказ. То, что у них находится в наличии, это 1150 и 1200. А теперь, что самое интересное. Мне вот ребятки на Авито писали, которые привозят под заказ. Да, гарантии там нет, конечно же. В среднем цена стоит 85 тысяч рублей. Это у нас 950 долларов. Я не рекомендую так делать, потому что если люди не проверенные, а вы делаете предоплату 100%, сами понимаете, что может произойти. А уже версия не XT стоит 76
тысяч рублей, как мне написали. Это у нас $857. С другой стороны, сегодняшняя новость говорит о том, что розничные торговцы теперь отменяют предварительные заказы на более дешевые RX 9070. Запасы MSRP истощены, но AMD хочет это исправить. AMD будет поощрять розничных продавцов сохранять более низкие цены. С точки зрения геймеров, AMD успешно запустила серию видеокарт Radeon RX 9070. Но только если мы говорим о геймерах, которые живут недалеко от Микроцентра, крупная американская розничная сеть. Там купили видеокарты по желаемой цене. Те, кто живут дальше от этой розничной сети или планировали купить карты онлайн, могли получить совершенно другой опыт. AMD RX 9070, похоже, имеет ограниченный запас в Европе. И что удивительно в этом ограничении, так это то, что карты не были ограничены по количеству, а были ограничены стратегией MSRP AMD. Как мы сообщали вчера, только первые поставки карт RX 9070 придерживались более низких цен. А все, что сверх этого количества продаж, было из более дорогих партий. Дошло до того, что розничные торговцы, которые позволяли людям делать предварительные заказы на графические процессоры по рекомендованной розничной цене, были вынуждены отменить эти заказы и поднять цены. AMD ответила кратким заявлением о том, что неверно говорит, что MSRP была ценой только на момент запуска. Компания будет работать с партнерами по платам и розничными продавцами, чтобы предлагать карты по MSRP позже. Однако не указано, как, каким образом или когда это окажет влияние. Все это звучит красиво и хочется действительно верить, но пока только на словах. Как это все будет работать, неизвестно. Я рекомендую не спешить, а просто подождать. Если AMD действительно дорожит своей репутацией, то вышесказанные слова должны подтвердиться в ближайшем будущем. И уже последующие партии будут продаваться по ценам MSRP. Тогда вопросов вообще не будет. Пока.